И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 21 марта и традиционная вечерняя военная сводка. Правда, она как сводка будет очень короткая, потому что на сейчас идут в основном серьезные артиллерийские удары, наносятся российскими войсками и войсками Донецкой Народной Республики в районе Авдеевки. Местные люди говорят о том, что там настоящий ад, но атаку пехота пока не идет. То есть идет серьезная, интенсивная, многочасовая обработка артиллерии, авиации, позиций вооруженных сил Украины. Также продолжается зачистка территории южнее Курахова, то есть российские войска и войска ДНР зачищают ту территорию, которую они заняли. И в целом пока здесь серьезных наступательных операций на протяжении этого дня не наблюдалось. Ну и также, чтобы уже перейти к главной теме выпуска и закончить с военной сводкой, хочу сказать, что идут бои и под Северодонецком, и под Лисичанском. Также отдельные наступательные операции есть в районе Харькова, например, Малая Рогань тоже уже находится под контролем российских войск. Войска ВСУ безуспешно пытались их оттуда выбить, у них ничего не получилось. И по сути на сегодняшний момент трасса Харьков-Чугуев полностью простреливается российскими войсками, что здорово усложняет ситуацию для гарнизона Чугуева. Под Киевом тоже российские войска перешли в наступление южнее трассы Житомирской. То есть также под Броварами идет наступление в район Вышгорода. Все это есть. Но на самом деле это не самое главное. Это бои местного значения. И пользуясь такой оперативной паузой, я хочу поднять несколько очень важных вопросов. Вы знаете, вот сегодня произошло в Киеве очень важное событие. Это, митинг, назвать это митингом нет, акциями протеста тоже, наверное, в какой-то степени нельзя называть. А с учетом того, что официальная линия партии теперь в Украине одна, то есть все новости, которые выдаются официальными каналами, они должны быть единообразны и утверждены правительством Украины. Так вот, сегодня так называемые патриоты, там, сторонники Азова и прочих так называемых добробатов, они сегодня провели флешмоб, вывесили плакаты «Деблокируйте Мариуполь». Честно, лично я бы поддержал, если мог бы деблокаду Мариуполя, потому что чем больше войск пойдет на деблокаду Мариуполя, тем, я считаю, будет в конечном для Украины лучше. Потому что быстрее эта война в конце концов закончится. Но здесь самое важное не в том, а в том, что есть очевидный раскол между так называемыми патриотами и действующей властью. И это очень сильно напоминает ситуацию 2014 года. Помните, в Иловайском котле сварили, по-моему, 5 национальных батальонов. В том числе там был и Донбасс, и прочая всякая шушера. Кстати, Донбасс добит был окончательно вот тоже в боях ныне где-то южнее Курахова. Тоже уже почти никого от них там особо не осталось. Так вот, чем напоминает те события нынешние? Что тогда, что сейчас действующие власти, вот эти так называемые патриоты, очень сильно мешали. Они по сути были, не властью, тем не менее очень сильно влияли на официальный Киев и уменьшали для него пространство для маневра. Чтобы по-простому, то есть пока вот эти ребята сильны, пока их много, вот никакой зрады в их понимании быть не может. Не дай бог власть пойдет на зраду, они обязательно пойдут бузить. И чтобы они не бузили, их утилизировали. И в 2014 году Порошенко принял решение сварить этих самых патриотов в котлах. В переносном смысле этого слова. В данном случае речь идет об Иловайском котле. А сейчас огромное количество так называемых патриотов, азовцев загнано. Первые в Мариупольский котел, вторые в районе Харькова. Причем в Мариупольский котел их загоняли явно на убой. И сегодня от них требуют ни в коем случае не сдаваться, а умирать героями. Причем звание Героя Украины им раздают по сути без счета. Только умирайте, главное не возвращайтесь в Киев. Именно по этой причине госпожа Верещук с утра так верещала, что ни в коем случае нельзя сдаваться, нельзя уходить из Мариуполя. Не дай бог для нее и для Зеленского вот эти вот обиженные, разобиженные патриоты вернутся. Вы знаете, я абсолютно не исключаю истории, возможное продолжение той истории, если будет серьезное поражение на Донбассе, а они по сути уже неизбежны, что в Киеве может быть предпринята попытка правого переворота. Так называемые патриоты, посчитав, что Зеленский уже не контролирует ситуацию и сдает Украину противнику, могут пойти на государственный переворот. И вот то, что сегодня происходит в Киеве, каким образом на самом деле нанесли удар не по пророссийским силам, там никогда их не было, а так по так называемым патриотам, запретили им вещать на телеканалах, это говорит о очень серьезной угрозе именно вот такого развития ситуации. И второй момент, на который бы я тоже хотел сегодня обратить внимание, мы уже говорили о нем, но тут просто есть очень удобный повод. Антон Геращенко, бывший советник господина Авакова, сказал, что кинжал – это оружие трусов. То есть то оружие, против которого Киев официально ничего не может противопоставить, никак не может сбить, и которое наносит свои удары неотразимо и очень эффективно. То есть вот та ракета, которую еще недавно называли мультиком, две подобные ракеты поразила две условные цели. Причем одна цель находилась на глубине до 60 метров и была поражена высокоточно и неотвратимо.
Хотя убежище было рассчитано в том числе на выдержание попадания ядерного боеприпаса. Так вот, почему я хочу заострить внимание именно на этом моменте? Вы знаете, почему сегодня вот эти так называемые патриоты так перепуганы? Почему вот эти наемники, которые сотнями было ринулись на Украину, быстренько с нее сбежали? Дело в том, что нынешняя война, она первая война, когда технологическое превосходство Запада не то что под угрозой, оно вообще не очевидно. Более того, противная сторона, те люди, которых они привыкли считать ниже себя, они оказались намного выше технологически развитыми и наносят удары ровно так же, как американцы наносили удары по странам третьего мира, по африканским и азиатским. А также мы видим политику двойных стандартов, потому что никакой Антон Геращенко никогда не говорил о том, что, например, крылатая ракета «Томагавк» это оружие трусов. Даже когда они падали на голову югославам, сирийцам, иракцам и другим странам, которые тоже не могли предотвратить удары. Но тогда это не было оружием трусов. Это были томагавки демократии. И вот сегодняшнее событие, вот это вот истерическое, по сути, заявление Антона Геращенко и бегство вот этих вот солдат удачи, которые ехали на Украину как на сафари поохотиться на русских и получили один короткий удар в дыню, да такой, что сразу побежали домой, говорит о том, что эта война первая, которая идет абсолютно не по тому сценарию, который запланирован был на Западе, и закончится абсолютно не так. И я думаю, что российская армия удивит своих западных оппонентов, своих оппонентов по НАТО очень и очень быстро. Они сегодня из всех телеящиков повторяют бред Арестовича о том, что российская армия выдохла, все, она закрепляется на достигнутых позициях и дальше она будет только обороняться и отступать. Я думаю, не пройдет и неделю, как она их очень сильно удивит. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать. На этом по этой теме на пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и до завтра.